Сегодня я покажу, как превратить полигональную фигуру в светильник и раскрасить без помощи красок. Изначально я собиралась сделать коллекцию украшений в технике полигональной фигуры. Долго и упорно искала в свободном доступе выкройки различных животных. Но когда мне на глаза попался медведь, моментально вспыхнула идея превратить его в необычный, сказочный и очень функциональный декор. Распечатав развертку, ножницами вырезаю все детали. Все пунктирные линии продавливаю обычной спицей для того, чтобы они хорошо сгибались. Также можно взять крючок для вязания или тупое шило. Все детальки раскладываю на столе и начинаю сборку. Нужно склеивать их между собой номерок к номерку. Пунктирные линии сгибаю наружу, а пунктир с точкой вовнутрь. На клапан наношу клей-карандаш и прижимаю. Таким образом постепенно получается полигональный медведь. После прошлого видео про подставку для ножей у меня остались бамбуковые шпажки. Ссылка на него в подсказке и в описании, если кто не смотрел. Этими шпажками обклеиваю каждое ребро при помощи горячего клея. Здесь очень важно не наносить много клея на бумажную форму, а хорошо склеивать только шпажки между собой. Постепенно, отрезок за отрезком, участок за участком собираю скелет. Когда верхняя часть собрана, фиксирую основание к плоскости. Это для того, чтобы основание получилось ровным. В конечном итоге получается вот такая конструкция. Сейчас очень важно проверить каждый узел, чтобы все шпажки были хорошо скреплены между собой. Где-то добавить клея, а где-то подплавить и убрать лишнее. Снимаю с плоскости получившуюся конструкцию и осторожно достаю бумажный каркас. Остается только скелет из шпажек, и эта конструкция уже выглядит превосходно. Ее можно покрасить черной спрей-краской и повесить на стену, но я на этом не останавливаюсь. С внутренней стороны проверяю еще раз все узлы на крепкость, где-то дополнительно закрепляю. А с внешней стороны подрезаю ножом лишний клей, чтобы он не выступал выше бамбуковых шпажек. К этой конструкции приклеиваю кальку на клей ПВА. Сначала пыталась обклеить большими кусками, но приклеив несколько деталей, я поняла, что намного быстрее и крепче клеить отдельными треугольниками. Таким образом обклеиваю все ячейки. Медведь с калькой уже выглядит очень декоративно, но останавливаться на этом я не буду. Поэтому пошла жарить манку. Таким образом получилось 4 оттенка. Первый без обжарки, а 3 оттенка с разной степенью прожарки.
Манку приклеиваю на участки при помощи клея ПВА. Принцип очень напоминает технику детского рисования песком. На нужный участок наношу клей и насыпаю сверху манку нужного оттенка. От клея калька немного провисает, но когда высохнет, натянется обратно. Смахиваю кистью все, что не приклеилось. Снова проклеиваю клеем ПВА и засыпаю на второй раз. 2 слоя достаточно, чтобы получился равномерный цвет. Благодаря манке медведь оживает, а фактура становится приятной и бархатистая. Для того, чтобы придать жесткости конструкции, вовнутрь приклеиваю школьную деревянную линейку. На канале уже целый плейлист, посвященный изделиям из линеек, ссылка на него в описании. Из-за нее же медведь будет крепиться к деревянному основанию, которое вырезаю из соснового мебельного щита. Форма может быть любая, овальная или прямоугольная. Я остановилась на такой же, как у основания медведя, увеличив ее по сторонам на 3 см. Вырезав лобзиком, с тыльной стороны намечаю место для крепления мебельного подвеса и просверливаю углубление, чтобы легко проходила шляпка самореза. Все хорошо ошкуриваю наждачкой, немного скругляя края. С лицевой стороны просверливаю отверстие для провода. Чтобы светильник очень плотно прилегал к стене, в магазине купила вот такое длинное сверло, которым сверлю отверстие вдоль деревянного основания. Но так как у меня маленький опыт работы с деревом, то сверло в конце вышло насквозь с изнаночной стороны. Но это мне даже очень пригодилось в дальнейшем. При помощи газовой горелки обжигаю лицевую сторону деревянного основания. Металлической щеткой хорошо убираю весь нагар и ошкуриваю наждачкой. В итоге получается рельефная и красивая поверхность. Когда медведь хорошо просох после покраски манкой, покрываю его аэрозольным лаком. Чтобы на деревянном основании появилась фактура и цвет, покрываю моим любимым способом при помощи нагретого пчелиного воска. Подробнее о нем смотрите в видео про деревянную хлебницу. С изнаночной стороны прикручиваю подвес. Для крепления медведя в строительном магазине нашла вот такие крепежи для вагонки. Они идеально подойдут для крепления медведя за линейку. Ножницами по металлу отрезаю лишнее и прикручиваю на саморезы. В магазине электроники купила шнур с вилкой с диммером. Просовывая шнур в отверстие, здесь хорошо видно, что мне очень пригодилась случайно просверленная дырка. Закрепляю провода в патроне, а сам патрон прикручиваю к деревянному основанию. С изнаночной стороны фиксирую провод на горячий клей-пистолет. Обычная светодиодная лампочка не подойдет, поэтому купила специальную, которую можно применять с диммером. Чтобы не ошибиться, обязательно проконсультируйтесь в магазине с продавцом. Ну, конечно же, ни в коем случае в этом светильнике нельзя использовать лампу накаливания, так как это очень пожароопасно. Вкручиваю лампочку и проверяю, как же все работает. Одеваю голову медведя и вперед, весит светильник на стену.
Согласитесь, получился очень оригинальный светильник, который легко превращается в ночник. А чтобы в дальнейшем не пропустить интересные идеи, подписывайтесь на канал и ставьте пальчик вверх. Пока!